Что если правительство десятилетиями скрывало от нас доказательства внеземной жизни? В рассекреченных документах Пентагона зафиксированы объекты, разгоняющиеся до гиперзвука без единого двигателя. Пилоты военно-морского флота США официально подтвердили, эти аппараты нарушают все известные законы физики. И это только верхушка айсберга. Дальше будет страшнее. Не безумец-одиночка, кадровый офицер с допуском к совершенно секретным материалам. После его слов Пентагон не опроверг показания, а лишь отказался от комментариев. В 2023-м бывший офицер разведки Дэвид Груш под присягой заявил Конгрессу США: правительство десятилетиями скрывает обломки внеземных аппаратов и нечеловеческие биологические останки. Именно это молчание говорит больше любых слов. В январе 2021-го Национальное архивное управление США рассекретило пакет документов Центрального разведывательного управления объемом почти 900 страниц. Большинство изданий написали об этом одной строкой и забыли. Впереди 10 рассекреченных документов, каждый из которых разрушает официальную версию о том, что мы одни во Вселенной. Но внутри этих страниц находилось то, что аналитики не могли объяснить следующие 2 года. Пилот военно-воздушных сил США Томас Монтгомери зафиксировал над штатом Вашингтон объект в форме диска диаметром около 30 метров. Первый документ датирован 52-й. Объект завис на высоте 300 метров, затем за 4 секунды набрал высоту 9 километров и исчез с радара. Скорость разгона составила около 8000 километров в час. Ни один реактивный самолет того времени физически не мог повторить этот маневр. В деле стоит гриф «Подтверждено наземными радарами», значит, это не галлюцинация одного пилота. В 59-м военно-морская разведка зафиксировала серию появлений неопознанных объектов над Атлантическим океаном в районе Азорских островов. Второй документ еще интереснее. Объекты входили в воду и выходили обратно без какого-либо замедления. Подводная лодка USS Тигрони зафиксировала акустические сигналы, не соответствующие ни одному известному источнику. Командир субмарины в официальном рапорте написал дословно: «Наблюдали маневры, несовместимые с возможностями любого известного нам государства». Этот рапорт пролежал под грифом секретности 62 года. Третий документ касается событий в Советском Союзе, и это отдельная история. В рамках совместного протокола разрядки 70-х советская сторона передала американским коллегам сводку наблюдений над военными объектами в Сибири. В 76-м над ракетной базой в Красноярском крае завис объект, который наземные операторы описали как яркая точка, неподвижная при ветре 20 метров в секунду. Объект провисел над базой 40 минут, после чего ушел вертикально вверх. Во время его присутствия системы управления ракетным комплексом перешли в автономный режим без команды оператора. Советские военные квалифицировали инцидент как явление неустановленной природы с признаками управляемого поведения. Четвертый документ — показания, собранные в рамках засекреченной программы «Синяя книга плюс», которая официально не существовала. Программа «Синяя книга» была закрыта в 69-м с официальным заявлением: ничего необычного не обнаружено. Но параллельно работала другая группа, которая собирала именно те случаи, которые «Синяя книга» не могла объяснить. Из рассекреченных страниц следует, что за 10 лет работы эта группа накопила 237 случаев, которые аналитики квалифицировали как не поддающиеся объяснению в рамках существующих физических моделей. 237 не единичные аномалии, а систематическая картина. Пятый документ датирован 89-м и касается уже не наблюдений, а физических образцов. Группа специалистов из лаборатории Лос-Аламос получила фрагмент металла неизвестного происхождения с авиабазы Райт-Паттерсон. Анализ показал изотопный состав, не встречающийся в природе на Земле. Конкретно соотношение изотопов магния, которое теоретически возможно, но не зафиксировано ни в одном земном месторождении. В документе сказано: образец не может быть продуктом известного промышленного или природного процесса. После этой строки следует 20 страниц, которые остаются засекреченными до сих пор. Каждый из этих документов по отдельности можно было бы списать на ошибку, на технический сбой или на преувеличение. Но когда их собирают вместе, возникает вопрос, который официальная наука предпочитает не задавать вслух. Если это все ошибки, почему их засекречивали на 6 десятилетий? В 2017-м сенатор Гарри Рид публично признал: программа по изучению НЛО финансировалась из секретного бюджета Пентагона на протяжении 10 лет. 22 миллиона долларов в год. Официальное название — программа по изучению угроз воздушного пространства. Неофициальное — охота за доказательствами присутствия нечеловеческого интеллекта на Земле. Именно в рамках этой программы был задокументирован случай, который перевернул представление аналитиков. В 2004-м пилот палубной авиации Дэвид Фрейвер над Тихим океаном у берегов Калифорнии зафиксировал объект размером с истребитель, но без крыльев, без двигателей и без какого-либо выхлопа. Объект зависал над водой, затем мгновенно менял направление на 90 градусов без снижения скорости. Фрейвер не новичок. 18 лет службы, 1000 часов налета. Его показания подтверждены бортовым радаром крейсера USS Принстон, который сопровождал объект 14 часов до появления Фрейвера в воздухе. 14 часов один и тот же неопознанный объект висел над Тихим океаном, и никто не поднял тревогу, потому что командование не знало, что делать с тем, что видело. Но это все техника. Самый неудобный
подобный раздел рассекреченных материалов касается не аппаратов, а существ. В документах программы «Синяя книга плюс» есть папка с грифом «Биологические контакты», не подтвержден. Внутри 23 показания военнослужащих, собранные с 54 по 78. Показания не публиковались и не фигурировали ни в одном официальном отчете. Военнослужащие описывают существ ростом от 140 до 160 сантиметров, с непропорционально большой головой и глазами, лишенными видимых зрачков. Ни один из этих людей не знал о показаниях других. Их опрашивали раздельно, в разных штатах, в разные годы. Описания совпадают в ключевых деталях с точностью до сантиметра. Один из задокументированных случаев произошел в 59-м на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико. Сержант Чарльз Холт дежурил на периметре в 3 часа ночи. По его показаниям, зафиксированным на следующий день, он наблюдал двух существ, которые стояли у ангара номер 7 около 4 минут, затем поднялись вертикально вверх без какого-либо аппарата под ними и исчезли. Камер на том участке не было. Но в журнале дежурства за ту ночь рукой другого офицера сделана пометка: аномальная активность у объекта 7, время 3:22. Кто-то еще что-то видел и записал, не указав детали. В 89-м французская разведка рассекретила собственный доклад под названием «Комета». В нем собраны показания 108 свидетелей из 23 стран за период с 60 по 87. Авторы доклада — не уфологи-энтузиасты, а действующие офицеры разведки и военные летчики. Вывод документа сформулирован без обиняков. Совокупность собранных свидетельств не позволяет исключить гипотезу о систематическом присутствии разумных существ нечеловеческого происхождения на территории Земли и в ее воздушном пространстве. Французская разведка написала это открытым текстом в 89-м. Документ пролежал в закрытом доступе 20 лет. Когда его рассекретили, крупные мировые издания не поставили его на первые полосы. Он вышел в пятницу вечером. Время, когда новости читают меньше всего. Совпадение это или нет, решайте сами. Но факт остается фактом. Французская военная разведка официально допустила присутствие нечеловеческого интеллекта на Земле, и мир этого почти не заметил. В июле 47-го пресс-служба авиабазы Розуэлл выпустила официальное сообщение. Военные обнаружили обломки летающего диска. Это была официальная позиция армии США. Через 24 часа тоже командование выпустило второе сообщение. Никакого диска нет, это метеозонд. За сутки армия США дважды изменила официальную версию, и никто не потребовал объяснений этому противоречию. Это не единственный случай, когда правительство официально солгало по теме НЛО. И это можно доказать документами. В 69-м ВВС США закрыли программу «Синяя книга» с официальным заявлением: за 22 года работы не обнаружено ни одного доказательства существования внеземных аппаратов. Это заявление стало официальной позицией на следующие 50 лет. Но в 2017-м Пентагон признал существование программы по изучению НЛО, которая работала параллельно с 2007 по 2012. То есть через 38 лет после того, как правительство заявило об отсутствии интереса к теме, оно тайно тратило на нее $22 миллиона в год. Ложь подтверждена самим же правительством. То есть просто никто не предъявил ему счет. Рассекреченные документы ЦРУ показывают конкретный механизм этой лжи. В 1953-м был созван так называемый панель Робертсона, комитет ученых, собранный ЦРУ для оценки угрозы НЛО. Официальный вывод комитета: объекты не представляют угрозы национальной безопасности, тема не заслуживает внимания. Но в рабочих протоколах того же заседания, рассекреченных в 1994-м, зафиксирована совсем другая рекомендация: провести масштабную кампанию по дискредитации свидетелей и снижению общественного интереса к теме через средства массовой информации. Комитет не закрыл тему. Он рекомендовал ее похоронить. Конкретный инструмент этого захоронения описан в документе ЦРУ с грифом «Совершенно секретно», рассекреченным в 2006. Агентство сотрудничало с редакциями крупнейших американских газет и телеканалов, передавая им материалы, представляющие свидетелей НЛО как психически нестабильных людей. Журналисты, публиковавшие серьезные расследования по теме, получали звонки из пресс-службы ЦРУ с предложением уточнить детали. После таких звонков публикации либо не выходили, либо выходили в переработанном виде. Это не теория заговора. Это задокументированная практика, описанная в рассекреченных внутренних меморандумах агентства. Самая показательная ложь связана с инцидентом в Бен-Уотерсе в 81-м. Над британской авиабазой, совместно используемой ВВС США и королевскими ВВС, 3 ночи подряд появлялся объект, который приземлялся в лесу Рэндалшир. Командующий базой полковник Чарльз Холт лично вышел к месту посадки с группой офицеров. Они зафиксировали вмятины в земле треугольной формы, повышенный радиационный фон в точке предполагаемого приземления и объект, который маневрировал на малой высоте и уходил при попытке приблизиться. Холт надиктовал все происходящее на диктофон в режиме реального времени. Запись сохранилась и была рассекречена. Официальный ответ британского министерства обороны: явление не представляет угрозы для безопасности, дополнительного расследования не требует. Но в рассекреченных в 2005-м внутренних документах министерства обнаружилась переписка, из которой следует: чиновники знали, что объект не является ни метеорологическим явлением, ни маяком, ни самолет. Один из офицеров разведки написал в служебной записке: мы не можем объяснить то, что произошло, но публичное признание этого факта создаст проблемы, которые мы не готовы
готовы решать. Они выбрали молчание. Паттерн один и тот же в каждом случае. Сначала отрицание, затем альтернативные объяснения, затем дискредитация свидетелей. И только спустя десятилетия рассекреченные документы, которые доказывают, все было именно так, как говорили свидетели. В августе 1952-го над Вашингтоном появились 7 неопознанных объектов, которые зафиксировали одновременно 3 радарные станции. Объекты маневрировали над запретной зоной воздушного пространства над Капитолием и Белым домом. Перехватчики F-94 были подняты в воздух. Когда истребители приближались, объекты мгновенно уходили. Когда истребители разворачивались обратно на базу, объекты возвращались. Это продолжалось 2 ночи подряд. Президент Трумэн лично запросил объяснение у командования ВВС. Объяснений не последовало. Это был не контакт в полном смысле слова. Но то, что зафиксировано в рассекреченных документах под грифом «прямое взаимодействие», да, уже другая история. В 1964-м в пустыне Нью-Мексико полицейский офицер Лони Замора зафиксировал посадку объекта овальной формы на 4 опорах. Рядом с аппаратом он видел 2 существ небольшого роста в белых комбинезонах. При приближении офицера существа поднялись внутрь аппарата, который взлетел с характерным ревом и ушел горизонтально на малой высоте. На месте посадки остались 4 вмятины от опор и обожженный кустарник. Замора был трезв при исполнении, с незапятнанной репутацией. ФБР, ВВС и местное командование провели совместное расследование. Официальный вывод в рассекреченном деле сформулирован так. Показания офицера признаны достоверными. Природа наблюдаемого объекта не установлена. ФБР официально признало показания о посадке внеземного аппарата достоверными и закрыло дело без дальнейших действий. Но самый документально подтвержденный случай прямого взаимодействия произошел в 1976-м над Ираном. 2 иранских перехватчика F-14 получили приказ перехватить неопознанный объект над Тегераном. Первый пилот зафиксировал объект визуально и попытался выпустить ракету. В момент захвата цели системы управления оружием перестали отвечать на команды. Когда пилот отвернул самолет от объекта, системы восстановили. Второй пилот повторил маневр с тем же результатом. Объект заблокировал системы вооружения обоих перехватчиков последовательно, затем ушел с ускорением, которое бортовые приборы не успели зафиксировать. Весь инцидент задокументирован в рапортах иранских пилотов, которые Агентство национальной безопасности США получило и рассекретило в 2002. В шапке документа стоит пометка аналитика. Один из наиболее достоверных случаев взаимодействия с неопознанным объектом за всю историю наблюдений. Агентство национальной безопасности назвало это одним из наиболее достоверных случаев и положило документ под гриф секретности на 26 лет. В 1989-м в Бельгии над страной прошла волна наблюдений треугольных объектов с огнями по углам. Бельгийские ВВС подняли 2 перехватчика F-16. Пилоты зафиксировали объект на бортовых радарах, объект ответил, начал активно маневрировать, уходя от захвата. За 20 минут преследования он 7 раз менял высоту от 100 метров до 3000, разгонялся до 1800 км в час и тормозил до 0 за секунду. Физически человек внутри такого аппарата не выжил бы. Перегрузки при таком торможении несовместимы с жизнью. Начальник штаба бельгийских ВВС генерал Вильфрид де Брауэр провел пресс-конференцию и публично заявил: объект реален, происхождение неизвестно, объяснений нет. Это был первый случай в истории, когда действующий генерал НАТО публично подтвердил факт преследования неопознанного объекта военными самолетами. Де Брауэр сделал это добровольно. Его никто не заставлял. Он просто решил, что люди имеют право знать. После его пресс-конференции ни одно правительство НАТО не выступило с опровержением. В 1997-м над Фениксом одновременно наблюдали огни в форме буквы Фа. Около 10 тысяч человек. Объект двигался бесшумно на малой высоте со скоростью около 100 км в час над городом с населением больше 1 миллиона человек. Губернатор Аризоны Фифи Симингтон провел пресс-конференцию, на которой вывел на сцену помощника в костюме пришельца, явно пытаясь превратить тему в шутку. Через 10 лет тот же Симингтон дал интервью и признал, он лично видел объект той ночью из окна своего кабинета и не смог его объяснить. Пресс-конференция с костюмом была инструкцией сверху. Аризонские радары в ту ночь не зафиксировали ничего. Объект размером с несколько футбольных полей прошел над миллионным городом и официально его не существовало. В 2006-м над аэропортом Охара в Чикаго группа сотрудников авиакомпании United Airlines зафиксировала металлический диск, зависший на высоте около 600 метров над выходом номер 17. Объект наблюдали одновременно 12 человек. Механики, пилоты, диспетчеры наземных служб. Через несколько минут объект ушел вертикально вверх с такой скоростью, что пробил облачный покой, оставив круглое отверстие в облаках диаметром около 80 метров. Отверстие оставалось видимым около 15 минут. Федеральное управление гражданской авиации отказалось открывать расследование, сославшись на отсутствие радарного подтверждения. Один из пилотов-свидетелей подал официальную жалобу. В ответ получил письмо с рекомендацией не акцентировать внимание на необъяснимых явлениях в интересах профессиональной репутации. Пилоту официально посоветовали молчать ради карьеры. В 2014-м у берегов восточного побережья США операторы авианосца USS Theodore Roosevelt в течение нескольких месяцев фиксировали объекты, которые появлялись ежедневно. Объекты входили в воду, выходили из воды, зависали на высоте от 0 до 9 тысяч метров без видимых двигателей. Командование авианосца
Руководство подало официальный рапорт. Пентагон не ответил на рапорт 4 месяца. Когда ответ пришел, в нем содержалась инструкция не обсуждать наблюдения за пределами командной цепочки. Пилоты Рузвельт, Райан Грейвс и Алекс Дитрих нарушили эту инструкцию в 2019-м, дав интервью газете New York Times. После публикации Пентагон был вынужден официально подтвердить подлинность видеозаписи с бортовых камер. Видео существовало годами внутри военной системы. Его рассекретили только после того, как пилоты нарушили приказ молчать. В 2019-м похожая история произошла у берегов Калифорнии с эсминцем USS Omaha. Бортовые камеры зафиксировали сферический объект диаметром около 1,5 метров, который летел над водой, а затем вошел в океан без всплеска и без видимых пузырей. Объект просто исчез под водой. Оператор на записи произносит вслух: ушел под воду. Запись была рассекречена в 2021-м. Военно-морской флот провел расследование и официально квалифицировал объект как неопознанный воздушный феномен. Стандартная формулировка, которая означает одно: объяснений нет. Все эти случаи объединяет одна деталь: радары молчат там, где глаза видят. Либо объекты каким-то образом избегают радарного обнаружения, либо данные радаров изымаются до того, как становятся доступны для анализа. В случае с Фениксом военные впоследствии признали, что радарные данные за ту ночь не сохранили. Данные крупнейшего аэропорта региона за ночь, когда 10 тысяч человек наблюдали неопознанный объект, не сохранили. Это уже не совпадение, это система. Фрагмент металла с авиабазы Райт-Паттерсон, о котором говорилось в документах Лос-Аламоса, был не единственным образцом с аномальными свойствами. В 2017-м исследователь Том Делонг через основанную им организацию получил несколько образцов материалов, якобы собранных с мест посадки неопознанных объектов. Один из образцов был передан в лабораторию передовых аэрокосмических вооружений и двигательных установок при Министерстве обороны США. Анализ показал: материал представляет собой многослойную структуру из чередующихся пластин висмута и магния толщиной в несколько микрон каждая. Такая структура теоретически способна взаимодействовать с электромагнитными полями способом, который современная физика описать может, но воспроизвести нет. Технология создания подобных слоев с такой точностью недоступна ни одной известной производственной линии на Земле. Руководитель лаборатории Хелл Путов, физик с допуском к совершенно секретным материалам, публично заявил: образец не является продуктом известного человеческого производства. Это не уфолог на форуме, это ученый с государственным допуском, работающий по контракту с Пентагоном. Отдельную категорию составляют технологии, которые появились в открытом доступе слишком внезапно и слишком опередили предшествующий уровень развития. В 1947-м, том самом году, когда произошел инцидент в Розуэле, транзистор был официально изобретен в лабораториях Bell. До этого момента электроника строилась на вакуумных лампах. Переход от лампы к транзистору занял меньше 2 лет. Скачок, который по темпу не имеет аналогов в предшествующей истории технологий. Это могло быть совпадением. Но физик Джек Саркфати, работавший в 70-х по контракту с ЦРУ, в рассекреченных показаниях указал: ряд ключевых патентов того периода содержит принципы, которые не вытекают логически из предшествующих разработок. Они появляются как готовые решения без видимой цепочки экспериментальных предшественников. Оптоволокно, кевлар, монокристаллические схемы. Все эти технологии появились в течение 20 лет после 1947-го. Все они были квалифицированы исследователями как скачкообразные, то есть не вытекающие органически из предшествующего уровня знаний. Самый конкретный задокументированный случай обратной разработки описан в показаниях инженера Боба Лазера, данных в 1989-м. Лазер утверждал, что работал на засекреченном объекте С-4 в районе базы Зона 50, Зона 51 над изучением двигательной установки внеземного аппарата. По его описанию, установка использовала элемент с атомным номером 115 как источник антигравитационного поля. В 1989-м элемент с номером 115 не существовал в таблице Менделеева. Он был синтезирован только в 2003 и получил название Московий. Лазер описал свойства несуществующего элемента за 14 лет до его открытия. Его личность долгое время отрицалась. Не было записи об образовании, трудоустройстве, налоговых выплатах. Затем журналисты нашли его студенческое удостоверение Массачусетского технологического института и платежную ведомость Министерства военно-морского флота США. Документы существовали, просто были изъяты из стандартных реестров. В 2023 перед Конгрессом выступил еще один свидетель, инженер Дэвид Груш, который прямо назвал программы обратной разработки внеземных технологий реально существующими и финансируемыми через засекреченные статьи бюджета. Конгрессмены задали ему прямой вопрос: вы лично видели доказательства? Груш ответил: да. Конгрессмены попросили предоставить доказательства в закрытом режиме. Груш согласился. Что именно он передал в закрытом заседании, до сих пор не рассекречено. Технологии, которые не вытекают из предшествующего развития. Материалы с изотопным составом, невозможным на Земле. Элементы, описанные до их открытия. Каждый из этих фактов по отдельности можно оспорить. Вместе они складываются в картину, от которой официальная наука предпочитает отводить взгляд. Эдгар Митчелл ступил на поверхность Луны в феврале 1971-го. 6-й человек в истории, сделавший это. Доктор наук, офицер ВМФ США, астронавт программы «Аполлон».
В 2008 он дал радиоинтервью и заявил прямо: внеземные цивилизации существуют, контакт с ними был установлен, правительство США скрывает эту информацию на протяжении десятилетий. НАСА немедленно выпустило опровержение. Но Митчелл не отказался от своих слов до конца жизни. Он умер в 2016-м, повторяя то же самое в каждом интервью. Человек, ходивший по Луне, говорил о сокрытии контакта с внеземными цивилизациями, и это списали на старческие фантазии. Гордон Купер, один из первых 7 астронавтов США, участник программы «Меркурий», в 80-х написал письмо в ООН с требованием создать международный орган по изучению НЛО. В письме он описал 2 личных случая наблюдения неопознанных объектов во время военной службы. Первый в 51-м над Германией, когда группа металлических дисков прошла над аэродромом на малой высоте. Второй в 50 Ки при испытательных полетах над Калифорнией. ООН приняла письмо к сведению и не предприняла никаких действий. Письмо Купера хранится в архивах организации и доступно для изучения. Луис Элизондо руководил программой по изучению НЛО внутри Пентагона с 2008 по 2017. В 2017 он подал в отставку и публично заявил о причине. Внутри ведомства существует активное противодействие изучению темы со стороны части руководства. По его словам, собранные данные однозначно указывают на присутствие технологий, превосходящих все известное, но доклады систематически блокировались до передачи наверх. Элизондо назвал 5 характеристик, которые объединяют все задокументированные объекты. Мгновенное ускорение, гиперзвуковая скорость без теплового следа, отсутствие аэродинамических поверхностей, маневры с перегрузками, несовместимыми с выживанием человека, и способность действовать одновременно в воздухе и под водой. Ни одна из известных военных программ какой-либо страны не производит объекты со всеми 5 характеристиками одновременно. Кристофер Меллон занимал пост заместителя министра обороны по разведке при 2 президентах. В 2018-м он написал колонку в Washington Post, не в уфологическом журнале, а в одной из главных газет страны. Меллон указал: военные пилоты регулярно наблюдают объекты с характеристиками, недостижимыми для земных технологий, и эти случаи намеренно игнорируются внутри системы. Он назвал это провалом государственного управления. Бывший заместитель министра обороны использовал главную газету страны, чтобы сказать: система намеренно смотрит в другую сторону. Отдельного внимания заслуживает история Дэниела Шихана, юриста, который в 70-х представлял интересы журналистов в деле Пентагон Пейдж. Шихан получил доступ к секретным архивам ФБР в рамках другого расследования и наткнулся на папку с фотографиями разбившегося дискообразного аппарата. На фотографиях были видны символы на корпусе, которые он зарисовал на манжете рубашки, единственном доступном материале. Его адвокатский доступ к архиву был немедленно закрыт. Зарисовки с манжеты сохранили. Шихан описывал этот случай под присягой в 2023 перед специальным комитетом Конгресса. Под присягой перед Конгрессом. Юрист, работавший с делом Pentagon Papers, не человек, склонный к безответственным заявлениям. Все эти люди, астронавты, офицеры разведки, заместители министров, военные пилоты, говорят об одном и том же. Их разделяют десятилетия, разные страны, разные должности и разные политические взгляды. Их объединяет одно: каждый из них в какой-то момент решил, что молчать больше невозможно, и каждый из них заплатил за это профессиональной репутацией. В июле 2023-го Дэвид Груш сидел перед комитетом Конгресса под присягой и произносил слова, которых никто из официальных лиц не произносил публично за всю историю США. Он заявил: правительство США на протяжении десятилетий тайно удерживает обломки внеземных аппаратов. Оно удерживает нечеловеческие биологические останки. И программы по работе с этими материалами намеренно скрыты от надзора Конгресса через систему частных подрядчиков. То есть финансируются из государственного бюджета, но формально не подотчетны избранным представителям народа. Конгрессмен Тим Бёрчетт спросил прямо: вы лично видели доказательства присутствия нечеловеческих биологических останков? Груш ответил: да. Бёрчетт спросил: вы готовы предоставить эти доказательства в закрытом режиме? Груш снова ответил: да. Заседание перешло в закрытый режим. Что именно Груш передал конгрессменам за закрытыми дверями, до сих пор не раскрыто. Но это не самая тревожная часть его показаний. Груш сообщил, что несколько человек, которые пытались раскрыть информацию об этих программах, подверглись физическому запугиванию. Один из них, бывший коллега Груша по разведывательному сообществу, был госпитализирован после того, как начал собирать документальные свидетельства. Официальная причина госпитализации в медицинских документах не совпадала с тем, что человек описывал сам. Груш подал официальную жалобу на преследование через инспектора генерала разведывательного сообщества. Инспектор генерала признал жалобу достоверной и срочной. Да, это юридические термины, означающие: основания для жалобы подтверждены проверкой. Инспектор генерала разведки США официально подтвердил: человек, заявивший о сокрытии внеземных материалов, подвергся преследованию. Это не мнение. Это юридически зафиксированный факт. Параллельно с показаниями Груша в прессу начали поступать сведения о конкретных локациях. Журналисты издания The Debrief, специализирующегося на оборонной тематике, назвали несколько частных аэрокосмических компаний, которые предположительно хранят изъятые материалы по контрактам с правительством. Среди названных
Компании с многомиллиардными оборонными контрактами, чьи засекреченные подразделения не проходят стандартный конгрессовский аудит. Ни одна из компаний не подтвердила и не опровергла эту информацию. Но самое шокирующее не сами материалы. Самое шокирующее — масштаб системы сокрытия. Если показания Груша верны, то на протяжении как минимум 7 десятилетий существовала параллельная структура внутри государственного аппарата США, которая работала вне конституционного надзора. Она финансировалась из бюджета, собранного с налогоплательщиков. Она принимала решение о том, что человечество имеет право знать о своем месте во Вселенной. И она приняла решение: не имеет права знать ничего. В марте 2024-го Пентагон опубликовал доклад, в котором отверг большинство утверждений Груша. Но в том же докладе признал, 80% зафиксированных случаев неопознанных воздушных явлений не получили объяснения. 80% — это не погрешность, это не статистический шум, это большинство. Пентагон официально признал, что большинство случаев НЛО необъяснимо, и этот факт прошел в новостях между репортажами о погоде и спортивными результатами. Где-то прямо сейчас в засекреченном хранилище, в подвале частной аэрокосмической компании или в архиве разведывательного ведомства лежит то, что изменило бы все, что человечество думает о себе и о Вселенной. Несколько человек знают, что именно там лежит. Они подписали соглашение о неразглашении под угрозой уголовного преследования. Некоторые из них, судя по показаниям Груша, заплатили за попытку рассказать правду здоровья. Вопрос не в том, существуют ли доказательства. Вопрос в том, кто решил, что вы не должны их видеть. В 2024-м Конгресс США принял закон о раскрытии информации о неопознанных воздушных явлениях. Первый подобный закон в истории страны. Он обязывает правительство передать все соответствующие документы в публичный архив в течение 25 лет. 25 лет — это непрозрачность. Это еще одно поколение, которое проживет без ответа. Но кое-что уже произошло, и это не отменить. Пентагон официально подтвердил подлинность видеозаписей с бортовых камер военных самолетов, на которых зафиксированы объекты с характеристиками, не поддающимися объяснению. Инспектор генерала разведывательного сообщества официально признал достоверными показания человека, заявившего о хранении внеземных материалов. Действующий генерал НАТО публично подтвердил факт преследования неопознанного объекта военными самолетами. Французская военная разведка официально допустила присутствие нечеловеческого интеллекта на Земле. Агентство национальной безопасности назвало иранский инцидент 76-го одним из наиболее достоверных случаев взаимодействия с неопознанным объектом. Это не свидетельство энтузиастов с форумов, это официальные позиции государственных институтов. Вернемся к вопросу, с которого началось это повествование. Скрывало ли правительство доказательства внеземной жизни? Рассекреченные документы дают не косвенный, а прямой ответ. ЦРУ в 53-м официально рекомендовало дискредитировать свидетелей и снижать общественный интерес к теме. Пентагон финансировал тайную программу изучения НЛО через 38 лет после того, как публично заявил об отсутствии интереса к вопросу. Армия США за 24 часа дважды изменила официальную версию событий в Розуэле. Радарные данные за ночь наблюдения НЛО над Фениксом исчезли из архивов, скрывала. Это не версия, это задокументированный факт. Открытым остается другой вопрос. Что именно скрывало? И здесь рассекреченные документы дают не ответ, а контур ответа. Объекты реальны, это подтверждено радарами, бортовыми камерами и показаниями сотен военнослужащих. Их технические характеристики недостижимы для известных земных технологий. Это зафиксировано в аналитических докладах самого Пентагона. Физические образцы с аномальным изотопным составом существуют, но это подтверждено лабораторным анализом специалистов с государственным допуском. Что стоит за этими фактами? Человечество официально не знает. Или не знает та часть человечества, которой позволено знать. Финальный факт, который стоит запомнить. В 2023-м член Комитета по разведке Сената США Марко Рубио сказал в интервью, он лично разговаривал с несколькими бывшими государственными чиновниками, которые утверждают, что видели материальные доказательства нечеловеческого происхождения. Рубио добавил, эти люди не выглядят сумасшедшими, они выглядят напуганными, не удивленными, не взволнованными, напуганными. Люди, которые видели доказательства и имели доступ к государственным тайнам на высшем уровне, напуганы. Это единственная деталь во всей этой истории, смысл которой каждый может понять без документов, без анализа и без допуска к секретным материалам. Правда уже здесь. Она просто еще не вся в открытом доступе.